Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео приглашаю вас связать вот такой очень красивый, интересный узор крючком. Узор основан на вязании рельефного узора крючком шахматка, но он такой ажурный, воздушный и в то же время он объемный. Имеет вот такой трехмерный рисунок, смотрится очень красиво. Этот узор двусторонний, одинаково он смотрится с двух сторон, и он отлично подойдет для вязания шарфов, палантинов. Сейчас можно им вязать летние кофточки, топы. Смотрите, какое красивое, интересное полотно. Я думаю, даже мужские футболки вот таким геометрическим рисунком будут интересно смотреться. Итак, дорогие друзья, приступаю к вязанию. Буду показывать, как вяжется каждый ряд. Для вязания можно использовать пряжу любой толщины. Например, для летней кофточки или топа это может быть полухлопок или хлопок, как тонкий, так и средней толщины. Для вязания палантина или шарфа это может быть полушерсть, какая-нибудь пушистая воздушная пряжа. Итак, приступаем к вязанию. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Спасибо за внимание. Для начала вязания узора набираю цепочку воздушных петель. Раппорт узора составляет 6 петель плюс 3. Я наберу 39 петель. Набрав цепочку воздушных петель на нужную ширину полотна, начинаю вязать первый ряд. Первый ряд вяжется как начальный ряд, то есть здесь мы пока не формируем рельефный узор. Вместо первого столбика набираем 3 воздушные петли, далее отсчитываем 1, 2, 3, 4 петли от крючка и со следующей петли провязываем 1 столбик с накидом и еще плюс 1 столбик с накидом. То есть 3 воздушные петли вместо первого столбика с накидом, второй, третий. Далее 3 воздушные петли. Делаем накид, пропускаем по начальной цепочке 3 петли, 1, 2, 3. И с четвертой вяжем 3 столбика с накидом из 3 петель начальной цепочки. 1, 2, 3. И далее повторяется раппорт. 3 воздушные петли, делаем накид, пропускаем 3 петли начальной цепочки и далее из 3 петель провязываем 3 столбика с накидом. И так провязываем до конца этого ряда. Я закончила вязать первый ряд и далее поворачиваю вязание, начинаю вязать второй ряд. Здесь получается я вяжу как по изнаночной стороне, но на самом деле этот узор двусторонний, он и с лицевой, и с изнанки смотрится одинаково. Набираем 1 петлю подъема, и здесь я начну вязать 3 столбика с 3 выпуклых столбиков с накидом. Без разницы, можно начать с 3 вогнутых столбиков, когда мы за ножку столбика заводим крючок выпуклый. Впереди вязания за ножку столбика заводим крючок. Здесь далее будут чередоваться 3 выпуклых, далее 3 вогнутых столбика через 3 воздушные петли. И здесь начальный столбик я провязываю так: 1 воздушная петля, завожу крючок за ножку столбика, и здесь в начале провязываю рельефный выпуклый столбик без накида. И плюс 1 воздушная петля, как на высоту столбика с одним накидом. Далее делаю накид, завожу крючок за следующую ножку столбика с накидом и провязываю уже выпуклый столбик с накидом. И за третью ножку также завожу крючок, провязываю 3 выпуклый столбик с накидом. Далее набираю 3 воздушные петли. Следующую группу столбиков мы провязываем вогнутые, то есть мы с изнанки за ножку столбика заводим крючок, выводим крючок на изнанку, получается, и провязываем также столбик с накидом, только он получается у нас идет как вогнутый, то есть немножко от нас в другую сторону направленный. Второй столбик вогнутый с накидом и 3 столбик. Далее вновь 3 воздушные петли,
И идет повтор. Следующая группа столбиков вновь выпуклая. То есть мы делаем чередование. 3 выпуклых столбика с накидом, 3 вогнутых столбика через 3 воздушные петли. Второй, третий, 3 воздушные петли и 3 вогнутых столбика. Итак, повторяю до конца ряда. И в конце ряда 3 последние столбика. Это будут выпуклые столбики, так как здесь я начинала с 3 выпуклых столбиков. И последние 3 тоже будут 3 выпуклых столбика с накидом. Итак, я закончила вязать второй ряд. И теперь поворачиваю вязание. Здесь получается третий ряд как по лицевой стороне. То есть если считать первый ряд как лицевой, второй как изнаночный, третий вновь идет как лицевой ряд. И здесь смотрите, при повороте вязания у нас все столбики, которые были выпуклые, они стали вогнутые. И наоборот, то есть то же самое как лицевые и изнаночные петли. И здесь уже будет удобно вязать и понятно вязать по рисунку. Начинаем мы с одной воздушной петли. И здесь над 3 первые 3 столбика получается как вогнутые. Тоже будем провязывать 3 вогнутых столбика. И вначале заводим крючок вот за ножку вот первого начального столбика. Подхватываем нить. Здесь важно протянуть нить и провязать сначала рельефный вогнутый столбик без накида плюс 1 воздушная петля. Делаем накид, далее вяжем следующий полноценный вогнутый столбик с накидом и третий вогнутый столбик с накидом. Далее 3 воздушные петли. Далее на нас смотрят 3 выпуклых столбика, и над ними провязываем тоже 3 выпуклых столбика с накидом. 1, 2 и 3 выпуклый столбик. 3 воздушные петли и вновь чередуем 3 вогнутых столбика с накидом. Итак, продолжаем вязать и чередуем то 3 выпуклых, то 3 вогнутых столбика с накидом. И так провязываем до конца ряда. Я закончила вязать третий ряд и теперь поворачиваю вязание, перехожу на 4-й ряд. И 4-й ряд это будет по сути середина раппорта узора в высоту. И в 4-м ряду мы будем провязывать вместо столбиков с 1 накидом столбики с 2 накидами. Но первый начальный столбик делаем 1 воздушную петлю. И здесь мы тоже провязываем выпуклые столбики, заводим крючок впереди за ножку столбика. И здесь вначале сделаем столбик без накида выпуклый и плюс 2 воздушные петли. То есть немножко увеличим высоту столбиков. Далее делаем 2 накида. И далее провязываем 2 выпуклых столбика с накидом. То есть мы здесь тоже продолжаем вязать пока по рисунку столбиков. 4-й ряд. Далее вновь делаем 2 накида. То есть здесь увеличивается высота столбиков. И провязав вот первую группу из 3 столбиков, 3 воздушные петли. Далее 2 накида. Далее у нас идут 3 вогнутых столбика и тоже провязываем 3 вогнутых столбика только с 2 накидами. 1, 2 столбик за ножку столбика вогнутый и 3. 2 накида и вершина столбика. 3 воздушные петли и далее чередуем, идут выпуклые столбики. Впереди работы за ножку столбика заводим крючок, провязываем 2 накида и вершину. Итак, 3 выпуклых столбика с 2 накидами. Провязываем этот ряд до конца и далее продолжаем вязать уже вторую половину раппорта в высоту.
Я закончила вязать 4-й ряд, поворачиваю вязание. И 5-й ряд, вторая половина раппорта в высоту. Здесь мы будем менять чередование рельефных столбиков. Начинаем ряд с одной воздушной петли. И смотрите, у нас 3 предыдущих столбика на нас смотрят, они вогнутые, то есть направлены от нас. И в этом ряду будем вязать над ними выпуклые столбики, то есть над вогнутыми выпуклыми и наоборот над выпуклыми вогнутые. И здесь мы выпуклый столбик начальный провязываем впереди работы, заводим крючок за ножку столбика, столбик без накида, 1 воздушная петля. Здесь мы вяжем в этом ряду рельефные столбики с накидом. Делаем 1 накид, заводим крючок впереди работы за ножку вогнутого столбика и провязываем выпуклый столбик с накидом. И 3 выпуклый столбик с накидом. Далее 3 воздушные петли. Далее над выпуклыми вяжем 3 вогнутых столбика, то есть с изнанки на изнанку заводим крючок за ножку столбика и провязываем 3 вогнутых столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее 3 воздушные петли. И вновь над вогнутыми вяжем выпуклые столбики. 1, 2 и 3. Итак, чередуем и провязываем этот ряд. Закончив вязать 5-й ряд, поворачиваю вязание и продолжаю вязать. Здесь идет 6-й ряд. 1 воздушная петля. И здесь повторяю тоже чередование столбиков, которые мы сменили в предыдущем ряду. То есть над вот идут первые 3 вогнутых столбика, над ними провязываю вогнутые. Далее над следующей группой выпуклых столбиков провязываю 3 выпуклые, между ними 3 воздушные петли. Здесь 1 воздушная петля, впереди, за работой получается 3 вогнутых, за работой завожу крючок за ножку столбика. И здесь провязываем в начале столбик без накида, 1 воздушная петля. И далее 2 вогнутый столбик и 3 вогнутый столбик с накидом. 3 воздушные петли. Далее идут 3 выпуклых столбика над 3 выпуклыми. 1, 2 и 3 столбик. Далее 3 воздушные петли. Делаем накид и чередуем 3 вогнутых столбика. Провязываем этот ряд, соблюдая чередование столбиков. Между ними 3 воздушные петли. Закончив вязать 6-й ряд, поворачиваю вязание. И в 7-м ряду мы заканчиваем вязание раппорта в высоту. И здесь мы будем вязать в этом ряду столбики рельефные с 2 накидами, соблюдая пока чередование столбиков. То есть над рельефными выпуклыми вяжем выпуклые, над вогнутыми вяжем вогнутые. В начале здесь начальный столбик 1 воздушная петля. Так как здесь выпуклые столбики первые, заводим крючок впереди работы за ножку столбика, провязываем столбик без накида плюс 2 воздушные петли. Далее 2 накида. Впереди работы за ножку столбика заводим крючок, провязываем 2 накида в вершину столбика. И 3 выпуклый рельефный столбик. Далее 3 воздушные петли. И далее 3 вогнутых столбика по рисунку идут. Провязываем 3 вогнутых столбика только с 2 накидами. 2 накида и вершина. 2 вогнутый столбик, провязываем 2 накида на ножки и вершина. И 3 вогнутый столбик. Далее 3 воздушные петли. И далее идет вновь 3 выпуклых, над ними провязываем 3
выпуклых столбика с 2 накидами. Итак, провязываем этот ряд и со следующего ряда начинаем новый раппорт. В высоту раппорт повторяется 6 рядов. Я закончила вязать 7-й, начинаю 8-й ряд и начинаю новый раппорт узора. И здесь буду вновь менять чередование столбиков рельефных, но буду провязывать ряд с рельефных столбиков с одним накидом. Здесь, если у нас, смотрите, вот был провязан вогнутый столбик, смотрим по основанию, то есть столбик уходит вглубь. И над ним будем вязать рельефный столбик. И для этого выпуклый. И для этого заводим крючок впереди работы. И провязываем в начале столбик без накида 1 воздушная петля. Как на высоту столбика с одним накидом. Начальный столбик. Далее делаем накид. Впереди работы за ножку столбика заводим крючок. Провязываем столбик с накидом. И третий тоже рельефный столбик выпуклый с накидом. 3 воздушные петли. Далее у нас идут 3 выпуклых столбика. Видно, что они вот впереди работы располагаются. Над ними будем вязать вогнутые столбики. И провязываем 1, 2 и 3 вогнутый столбик с одним накидом. Вновь 3 воздушные петли. И продолжаем над вогнутыми выпуклые. Как вы поняли, здесь уже далее можно просто смотреть по рисунку столбиков. То есть мы провязываем 2 ряда столбиков с накидом и ряд столбиков с 2 накидами. И далее уже вновь меняем, над вогнутыми вяжем выпуклый, над выпуклыми вогнутый. И вновь это будет первый ряд столбиков с накидом, второй ряд столбиков с накидом и третий ряд столбиков с 2 накидами, соблюдая над выпуклыми выпуклые, над вогнутыми вогнутые. Здесь пока узор стягивает рельефное полотно, сейчас провяжу узор на большую высоту, отпарю образец и покажу, как он смотрится уже в готовом варианте. Дорогие друзья, я связала узор. И узор отпарила и закрепила вот на таком специальном коврике, чтобы рельефный узор расправился и у вас полотно было правильной формы.